Я довольно продолжительное время жил в жарких странах. Накопился некоторый опыт в мотопутешествиях при высоких температурах, которым здесь и поделюсь. Все знают, что существуют охлаждающие жилеты BMW, которые надо мочить в воде. Они несколько часов выдержат влагу в себе, а постепенное испарение воды охлаждает тело. Что если я вам скажу, что помимо BMW существуют охлаждающие жилеты Triumph, Revit, Harley Davidson и даже Ferrari? Что если я вам скажу, что все эти жилеты используют один и тот же запатентованный пирог материалов производства Techniche? Тот случай, когда и правда все из одной бочки разливают. Но мало кто знает, что существуют майки с такими же вставками. Если узнать, сразу становится очевидным, что они работают эффективнее, потому что отсутствуют лишние прослойки в виде майки или термобелья и воздуха между майкой и жилетом. Плюс эти элементы, удерживающие влагу, есть только на животе и спине, поэтому в майке лучше продуваются бока. Такие майки есть как от Techniche, так и от других. Из мотобрендов были охлаждающие майки Elite с тем же пирогом от Techniche. Вообще, из всех вариантов летних термушек и майк, что я пробовал, лучше всего показывает себя в жару вот такая майка-поливайка. И мне особо нравится, что она всегда на себе, то есть место в багаже не занимает вообще. В холодную погоду в сухом состоянии она точно хуже не делает. Единственное, сама основа из синтетики бывает и лучше. Просто так майку из этого материала я бы себе точно не купил. Еще бывают шапочки такого же принципа действия, но то ли у меня шлем впритык, то ли что, мне не понравились ощущения, быстро начинает давить. Хотя в целом идея хорошая. Есть еще тонкие шапочки под шлем, которые тоже как бы мочить нужно, тоже бестолково, тот же эффект, если просто намочить волосы, любой баф или балаклаву. Как дешевая альтернатива, можно возить с собой zip-пакет с небольшим количеством воды, где всегда лежит замоченная майка. На остановке надеваешь мокрую, а снятую с себя высохшую в этот же zip-пакет кладешь. И так по кругу. Смысл в том, что так значительно ниже расход воды, чем если просто на остановках на себя воду выливать. Стоит также сказать, что никакого универсального термобелья, которое шикарно и зимой, и летом, не существует. Точнее, зимой можно ездить в летнем тонком термобелье, просто сверху еще что-то. Но в жару ездить в плотном, якобы универсальном термобелье точно не стоит. Поверьте, у меня есть и ваш любимый Ultramax L, и топовые термушки от X-Bionic или Dainese. Оно всегда работает в каком-то разумном диапазоне температур. Даже если взять один и тот же универсальный материал, для примера шерсть мериноса, по плотности зимняя майка от летней будет отличаться примерно в 2 раза. Если хотите максимум эффективности за минимум денег, купите летних маек для бега. Они разные по составу, но почти всегда круче, чем пафосное термобелье для мотоциклистов, и в этой майке ты как человек на улицу или в ресторан выходишь без привлечения к себе внимания. Хотя майки и термобелье — это слишком холиварная тема, где нет одного лучшего решения для всех. Стоит попробовать разное, чтобы делать какие-то выводы. В мотошколах правильно учат плотно прижимать колени к мотоциклу, и это в подкорке сидит. Попробуйте как-нибудь на ровной трассе колени растопырить, будете удивлены, насколько сильно охлаждаются ноги и пах. Если вы никогда не путешествовали на мотоцикле в жару, скорее всего вы купили универсальный туристический костюм, который заявляется на 3 сезона со стандартными клапанами вентиляции. 1 или 2 щелочки на спине и 2 клапана на сосках. Оставьте эту куртку для холода, а для жары купите отдельный нормальный костюм. Вот для примера, какие размеры клапанов должны быть. Казалось бы, больше некуда, но когда едешь в куртке сетки в жару, все равно сильно комфортнее, чем даже в такой универсальной куртке. Про сравнение курток потом отдельный ролик сделаю, слишком обширная тема. Вообще существуют 2 школы, либо в жару вентилироваться, либо закупориваться, как пример традиционные халаты в Азии. На самом деле оно работает только при условии свободной одежды, чтобы внутри была хорошая циркуляция воздуха. Это противоречит принципу работы защитных элементов в мотоэкипировке, которые должны быть прижаты к телу. Или вы собираетесь шлем, куртку и штаны на 2 размера больше купить. В итоге просто мокрый и горячий ездишь, даже когда не особо жарко, удовольствие ниже среднего. При температурах около плюс 45 непродуваемая плотная одежда возможно адекватный вариант, но камон, последнее, что стоит делать в такую температуру, путешествовать на мотоцикле. Я бы в таких условиях предпочел просто днем не ехать. Зато в диапазоне где-нибудь до плюс 42, по моему опыту, продуваемая летняя одежда работает лучше, комфортнее себя чувствуешь. Даже при смене хлопковой майки на что угодно тонкая летняя спортивная, разница очевидна, особенно если к жаре плюсом идет высокая влажность. Кстати, термобелье не надо надевать поверх обычных хлопковых трусов, и на всякий случай поверх майки тоже не надо.
Выхода тут два. Дешево и сердито надевать термобелье на голое тело, но тогда придется стирать одежду каждый день, что в путешествиях не всегда возможно, либо покупать термотрусы. Собственно, это практически такое же термобелье, только трусы. Эта тема как-то в магазинах плохо раскрыта. Но если искать, в некоторых туристических магазинах найдете. Как вариант для плавного перехода, есть трусишки из смесовых тканей, где хлопка примерно половина. Ощущение как от чистого хлопка, но работают лучше. Ну и пока будете ходить по спортивным магазинам, купите охлаждающий гель, который спортсмены после гонок используют. Я ради экспериментов в путешествиях попробовал, и знаете, мне нравится, я как-то незаметно его иногда с собой стал брать. Не надо всего себя обмазывать, в непродуваемых местах мазать вообще бессмысленно. Лучше растереть насухо в местах, которые хорошо продуваются, что зависит от вашей куртки. В куртке сетки, например, мне нравится на руки от запястьев и выше почти на всю длину наносить. Гель как кондиционер вас охлаждать не будет, но на час-полтора дает ощущение прохлады и, скорее всего, силу земли. Потом гель с потом все равно выветрится. Знаю, звучит как гомеопатия, но правда приятные ощущения свежести, которых не хватает в жару. Гель все равно копейки стоит, ничем не рискуете. Попробуйте хотя бы в поездке по городу одну руку намазать, где она продувается, и сравнить ощущения. Скажу банальность. В жару с собой нужно брать много воды. Не только для того, чтобы пить, а еще чтобы себя обливать, баф, майку и так далее. Когда воды мало, начинаешь экономить и обезвоживаться, поэтому лучше, когда ее с перебором и к ней легкий доступ. Если есть возможность, возьмите с собой дополнительно термос с холодной водой. Бутылки, канистры и кэмелбэги нагреваются даже в кофре, и вода становится мерзко теплой. Из термосочка умыться ледяной водой на остановке и чуть-чуть отхлебнуть — совсем другие ощущения. Касательно кэмелбэгов. Если у вас обычный асфальтовый маршрут или простая грунтовая дорога на большом мотоцикле, большого смысла нет на себе воду таскать в виде рюкзака. Помимо лишнего груза на себе, емкость закрывает спину и меньше вентилируется. Однако доступ к воде должен быть даже во время движения, особенно если вы катаетесь в группе. Будете стесняться просить остановиться, дотягивая до ощутимого обезвоживания. Вариантов кроме рюкзака на спине много. Если говорить про тур-эндуро, удобно на бак крепить подсетку, например, и время от времени посасывать, либо в задний карман эдвенчер куртки гидратор засунуть. И иногда в куртках даже есть отверстие для вывода трубки наверх. Либо есть поясные сумки под гидратор, которые даже в эндуро набирают популярность. Если у вас нет рюкзака или сумки с гидратором и позволяют финансы, поверьте моему опыту, берите сразу Юсви. У Юсви все сразу идеально продумано по сравнению с дешевыми конкурентами. Нигде ничего не протекает, не болтается, идеальная конструкция поилки и мешка, тянущиеся лямки. Пейте не простую воду, а с изотониками. Помимо восполнения солей, изотоники кислые и лучше утоляют жажду. В жару от этой кислоты мозг лучше взбадривается, чем от простой теплой воды. Можно лимончик или лайм выдавить в воду, будет достаточно, но и никаких плюсов не дает, больше возни. В путешествие удобнее в виде таблеток с собой возить. И да, у изотоников указаны рекомендации по разбавлению для занятия активным спортом. Для мотопутешествий достаточно снизить концентрацию в несколько раз. У меня был ролик, где я проверяю температуру под одинаковыми светло-серой и черной куртками. Логично, что под светлой температура на солнце была ниже. Я провел новый эксперимент. Купил светло-бежевую и черную одинаковую ткань, которая довольно близка по продуваемости и плотности к летним мотокурткам, но не сеткам. С тыльной части примотал скотчем 2 термометра на одну часть и 2 термометра на другую. Все это дело пришил к хлопковой плотной майке, для пущей уверенности снизу надел еще одну плотную хлопковую майку и так поездил в условиях трассы. Температура была примерно плюс 31-32 с облачностью, довольно щадящие условия с прохладным ветерком. Получились интересные выводы. С хорошей продуваемостью показания практически не отличались в рамках погрешности. Но стоило только остановиться, разница в температуре повышалась очень быстро. Всего за 3 минуты стояния против солнца температура под черной тканью стала выше на 3 градуса, чем под светло-бежевой. Если еще ждать, собственно, будут те же результаты, что в ролике про цвета курток, можно не повторять. И еще деталь, когда ушел в тень, этот разрыв в температуре под светлой и черной тканью держался долго. Если, например, место под черной тканью нагрелось на 3 градуса больше, чем под светлой за 3 минуты, то сравнялись температурой только минут через 10 и то, когда уже ушел в помещение с кондиционером.
Потом еще несколько экспериментов провел в среднем городском трафике. И как финальный тест приклеил сверху ткани несколько полосок прозрачного скотча, чтобы исключить прямую продуваемость, и в таком виде поездил по городу. При этом ветерок с моря дул и с боков задувал. Это похоже на условия, как в ламинированной куртке с открытыми клапанами. Тут наблюдения такие. Обе пары датчиков нагревались до плюс 38 градусов примерно с одной скоростью. Дальше под светлой тканью температура перестала расти, оставаясь в районе плюс 38, сколько ни едь. А под черной тканью датчик нагревался и нагревался. Примерно через полчаса обычного движения без жестких пробок датчик нагрелся до плюс 42, дальше я не стал продолжать. Какие выводы? Продуваемость куртки важнее, чем ее цвет, если говорить про езду на скорости. На трассе в продуваемой куртке разница будет невелика, но как только вы встаете в пробку или просто слезаете с мотоцикла, в светлой одежде объективно прохладнее. И чем менее продуваемая куртка, тем больше выражен этот эффект. К сожалению, у меня нет двух одинаковых шлемов разных цветов, чтобы проверить гипотезу, но уверен, что с шлемом существенная разница будет не только в пробке, но и на трассе. Потому что шлем и сидит плотно, и вентиляция там весьма частичная даже в топовых шлемах. Если прилетаете куда-то в жару из прохладного климата, планируйте так, чтобы пару дней спокойно акклиматизироваться, никуда не торопиться и не ездить, иначе очень тяжело будет сразу ехать на мотоцикле. Лучше просто погуляйте, привыкните к местной еде и так далее. И скажу вот что, с жарой не стоит шутить. Самое глупое, что вы можете сделать в жару, раздеться и ехать в майке без перчаток. Помимо того, что сгорите, повышение температуры увеличивает скорость реакции, снижает когнитивные способности и увеличивает риск ошибок в геометрической прогрессии. И это происходит незаметно для вас самих. Есть масса занятных залипательных исследований на этот счет, поищите. В целом, по результатам тех же исследований до плюс 30 жить можно, дальше все печально. Например, в одном исследовании при повышении температуры воздуха с плюс 28 до 33 градусов скорость зрительной реакции у исследуемых увеличивалась в 1,5 раза. Есть даже исследования, доказывающие корреляцию между подъемом температуры и повышением уровня насилия и самоубийств. Меня не особо пугает езда при высоких температурах, но специально я в такие приключения не лезу. Просто стараюсь планировать, чтобы не нужно было никуда ездить в самый жаркий период, прерываю на это время любые эндуро-тренировки и так далее. На бездорожье в жару я прям чувствую, как начинаю лениться и заторможенно реагировать. Как итог, ошибки и падения в простейших ситуациях. Если вы собрались в мотопутешествие в жару впервые, я бы еще порекомендовал взять пару охлаждающих пакетов типа Apollo. В случае теплового удара или близко к нему охлаждающие пакеты могут вас спасти. Перед тепловым ударом появляются некоторые симптомы: головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, тошнота. У обезвоживания похожие симптомы, но раньше выдает сухость во рту, за этим нужно следить. Стоит сказать, что я вообще подразумеваю под жарой. Плюс 30 — это и жарой назвать сложно, ничего с вами не случится даже в любимом черном матовом шлеме, кожаной куртке и хлопковой майке. До плюс 35, в общем, неподготовленный человек ноет, но справляется. Самая мякотка — это длительная езда в температурах выше этих самых плюс 35, когда стоит помогать организму. Именно об этих условиях я тут и говорил. Но даже до плюс 30 можно какие-то охлаждающие фишки перенять, чтобы больше наслаждаться путешествием, а не терпеть. В путешествиях в жару нужно менять стандартный режим, причем в зависимости от условий. Например, когда субтропический климат и путешествия летом по Средней Азии, Южной Европе или Северной Африке, подальше от побережья, днем плюс 35-45, ночью где-нибудь плюс 27-30. Лучше планировать выезд часов в 6 утра или даже раньше, это уже после завтрака. Для этого, соответственно, нужно раньше ложиться спать. Плюс в жару организм больше устает и нужно дольше спать после поездки. Идеальное время, когда выезжаешь в темноте и как только отъезжаешь, начинается рассвет. С утра, пока не жарко, лучше ехать с минимумом остановок, а после полудня часто останавливаться и больше отдыхать. Под этот распорядок в идеале планировать поездку, но это требует опыта. Например, в какие-нибудь музеи, пещеры, водопады идти лучше днем, чтобы не забирать драгоценное утреннее время. А есть достопримечательности, где наоборот на открытом воздухе нужно ходить. Такое в идеале спланировать на вечер либо утро. С ранним выездом стоит раньше останавливаться на ночлег, не надо геройствовать. В таком климате вечером не сильно прохладнее, жара спадает только ночью. Лучше выспаться и захватить все прохладное утро, пропустив езду вечером.
В тропических странах зимой и весной немного другая жара. Днем те же плюс 35-40, а ночью, например, плюс 15. В таких условиях оптимально выезжать утром часов в 7, может даже в 8, чтобы по темноте не ехать. Несколько часов сильно мерзнешь из-за низкой температуры и повышенной влажности, и потом часов до 2 прогреваешь косточки с приятным ощущением. Поел, отдохнул и опять прохладнее становится. Катайся сколько влезет. Если потихоньку собираться и выезжать в 10-11, как раз все пекло собираешь и мучаешься. В одних и тех же условиях абсолютно разные впечатления от поездки просто из-за планирования времени. А при температурах около нуля, наоборот, лучше выезжать часов в 10, когда и воздух прогреется, и наледь на дорогах уйдет. Как по Дарвину, выживает наиболее приспособленный. И напоследок, дорожайшие, сообщу, что завел Boosty. Мне на жизни так хватает, однако я в Испании затеял новый бизнес, который пока высасывает все свободные деньги. Замечаю, что начал жмотить на аренду интересных мотоциклов. Если бы эта история была на пару месяцев, я бы даже не заикался, но, судя по всему, она надолго, поэтому мне именно сейчас нужна ваша помощь. Причем я сам продолжаю жертвовать в разные фонды, но психологически не могу забрать деньги у условного Красного Креста, чтобы покататься на каком-то новом байке. Голова так устроена, что хочется иметь какой-то отдельный бюджет чисто на полноценные тесты мотоциклов, чтобы как минимум ролики выходили чаще и доходили руки до более экзотических мотоциклов. Эта кубышка чисто в бюджет аренды мотоциклов, на себя я их тратить не буду. Кто хочет поддержать, милости прошу по ссылке в описании, а бустеры будут выбирать, какие не самые хайповые модели взять на тест.